Всем привет! Сегодня я расскажу, как я сжег половину своей email-инфраструктуры. Даже не за 60 дней на самом деле, а меньше, за неделю, наверное, 3. Но глобально все перестроил. И да, вот в сумме весь цикл такой получился. Не 60. Но это не только история про провал, про то, что не сработало, что сгорело. Это также история про стратегию. И тут важно понимать, что это не просто авария, да, что я не знал why, там, что у меня могут сгореть имейлы. Ну, понятно, могут. Инфраструктура изначально строилась так, чтобы очень быстро запуститься и получить какие-то первые результаты. Поэтому тут разберем все по шагам, покажу, будет интересно. Да, погнали. Это был расчет в большей степени, потому что задача, часто в целом стоит задача быстро проверить спрос, понять вообще, а работает что-то или нет. Это может быть, вот вы пришли как консультант, или вы пришли как новый сотрудник, да, там, BDM, SDR в компанию, вам нужно показать быстрый результат. И тут важно одновременно, конечно, не убить всю инфру, потому что вам потом еще работать долго, вы первый месяц заперформите, а потом что будете делать, но глобально и ждать, там, готовиться, там, 2 месяца тоже времени нету. Нужно построить быструю инфру, запуститься, начать прогрев как можно раньше и стартовать компанией. На самом деле, если у вас есть LinkedIn, это отдельная история, их нужно еще быстрее запускать, и там телеграммы, можно брать привором, пытаться ящики, но это как бы, да, трики момент, тоже тема для отдельного видео, но глобально нужно как можно быстрее показать результат, и при этом без большой боли на перспективу. И вот моя стратегия – это быстро запуститься, и здесь я покажу, как я это сделал, к чему это привело, что реально привело к тому, что вот половина инфраструктуры умерло, что бы я сделал немножко иначе, как я вообще собирал базы очень быстро, то есть буквально у меня запуск занял весь круг, ну там пару дней. Вот единственное, что заранее делал, это ставил имейлы на прогрев, чтобы они все-таки прогрелись там около 2,5 недель. Вот, остальное было сделано очень быстро. И мы получили там 200 плюс ответов, около 50 лидов. Еще один вывод, да, что даже мертвую инфраструктуру, которая, кажется, уже никогда не живет, я видел эти цифры, просто там 40% репутации, думал, все, это конец, но мы видим снова, что почта работает, домены работают, письма долетают. Да, погнали. Что было сделано? Изначально я закупил почты в Zapmail. Zapmail такой сервис, есть свои плюсы, свои минусы, но глобально очень быстро, очень удобно, не очень дорого. Я там закупил 15 доменов, 30 ящиков, и на этой инфре полетели мои компании. Я еще дальше покажу вам прямо из смарт-лида статистику, но глобально вот что мы видим, там 5500 холодных писем, 74 ответа, bounce rate ниже процента, но все еще неприятный. На самом деле я стараюсь, чтобы мой bounce rate был ниже, но как бы тогда получилось, что получилось так, это тоже обсудим. И половина ящиков ушло там, да, в карантин, буквально умерло. Что произошло вообще, почему так случилось? Во-первых, убивает объем, да, и многие спорят про то, какой объем может быть отправляем, там, ну, нужно отправлять, да, с ящика, какой позволит там инфре жить дольше. Здесь нет единого ответа, и на самом деле вот мой эксперимент не значит, что вот именно это истина, но глобально я вижу это не только по этой одной компании, я вижу, что лучше, особенно свежие почты, держать прям на лоу, там около вот 10 писем в день, причем после прогрева оставлять немножко прогревочных и там немножко боевых, да. На погибших 19 в день это было вместе с прогревочными. То есть это было там около, наверное, 5 прогревочных и вот там 14 боевых. В целом все рекомендуют на один домен не больше 100 писем, да, там, получается, на один ящик, если ты делаешь там 2, не больше 50, но вот даже 19 привели меня к таким проблемам. Нейминг тоже интересно было. Go, try, use. Ну, мы пишем, да, придумываем какие-нибудь домены, мы пишем go, там AnySite, try, AnySite, что-то такое. Ускоряет, как я понимаю, ну, в нашем эксперименте, как минимум, эти ящики умерли и быстрее, и вообще в целом умерли, да. При этом такие корпоративные домены, как Labs, Team, Data, они good, с ними все хорошо. Причем я исключал, да, там были разные моменты, например, вот был батч, где очень много ссылок, или там был батч по одному сегменту, там, по-другому. И в одном сегменте абсолютно вот на той же выборке, на самом деле, вот эти go, try, use умирали быстрее. С другой стороны, может быть случайность. То есть здесь я бы не стал утверждать, что это точно так, точно причина, но anyway, я стал больше смотреть в сторону таких вот скучноватых чуть доменов, да, типа там Labs, Data и так далее. Teams, Corp.
По ссылкам интересно, я не знал на самом деле, что ссылки, если их не в первое письмо пихать, а там ближе к концу секвенса, там в третье, четвертое письмо, у меня никак не повлияли вообще на то, что произошло с письмами, то, что произошло с доменами. Вот буквально ни один домен из тех, которые отсылал очень много ссылок, не умер. Хотя другие, которые не отсылали ссылки, вообще легли. И я думаю, здесь, да, объем одно. Второе, на большом объеме можно отхватить много негатива. Это рандом. То есть, да, какие-то ящики могут отхватить негативные, какие-то жалобы, да, потенциальных людей, кому ты аутуричил, какие-то могут не отхватить. Но глобально вот объем, жалоб тем меньше, чем лучше сегментация, чем вы больше времени потратили на вот эту всю историю, да. И ссылка гораздо меньше влияет, это было интересно. И мертвое воскресимо, ну, не за 10 дней, да, за 10 дней на самом деле было забавно, что вот 10 дней прогрева после того, как все умерло, и все еще я думал, что я свой флот, свою инфру не восстановлю, но буквально через там несколько дней после этого, там прошло 2 недели с чем-то, и у меня прям репутация пошла вверх, это очень интересно, я вот сейчас все имейлы, вообще все, вот именно и старые, которые там были мертвые по 40%, они все 100% с новой репутацией, так что их можно снова пускать в ход. Я проверил также их в блэк-листах. Интересно, что кажется, что многие вообще домены Zapmail в целом изначально туда попадают в блэк-лист, и вообще все новые домены попадают в некоторые блэк-листы, они оттуда выходят со временем, когда становятся более зрелые. Но глобально у Zapmail есть тоже какой-то маркер, поэтому свои тенанты делать, то есть, да, свои собственные покупать там в Microsoft, в Gmail почту тоже имеет смысл. Об этом тоже поговорим вообще, когда покупать Gmail, Microsoft, для чего, как это анализировать и так далее. Да, то, что я говорил, спам-жалобы — это убийцы, которые ты никогда не увидишь. Ну, я, по крайней мере, да, не вижу. Может быть, в более глубокой аналитике можно глянуть, на самом деле я посмотрю, но глобально вот так в базовой аналитике это не посмотреть и непонятно. И вот тут очень крутая сегментация, хороший секвенс, понятный, да, то, что помогает. И ну, то, что, да, мы говорили про домен реселлера, может быть, их домены в целом в блэк-листе, но, как бы, depends. Здесь я бы на это сильно не грешил, просто это как фан-факт, что почему-то все домены из Zapmail, которые я покупал, оказались в одном из блэк-листов, хотя даже те, которые вообще никогда не проседали по репутации, то есть там топ-репутация, еще все супер, но anyway, не в блэк-листе. А в другом блэк-листе, это вот когда я сам закупал инфру, тоже, ну, интересный просто факт, там они все равно оказались в другом блэк-листе, но это на новых ящиках, но это потом они оттуда выходят со временем. Дальше, в чем прикол, да, я перепилил всю инфраструктуру почтовую и сделал это руками. И понял, и вообще проанализировал, да, кому я отсылал, я понял, какие у меня в целом сегменты работают лучше, на какие буду делать больше ставки. Я проанализировал вот Microsoft, там 22% из моего таргет-маркета примерно, вот, да, в среднем по рынку. Я понял, мне обязательно нужно иметь Microsoft почты в моем стеке, потому что ты можешь в SmartLead, например, и в других почтовых тулзах для рассылки настраивать роутинг. У тебя Google почты отправляет гугловым почтам, Microsoft микрософтским почтам. Это очень круто, потому что Microsoft любит Microsoft, Google, ну, как бы, да, тут есть такая, как и в природе, да, история, виды как-то совместимы. И доставляемость, deliverability, такое вот неприятное слово на английском, будет выше, если вы будете делать этот роутинг. Поэтому Google и Microsoft закрывают в целом там хороший процент, почти 80% всей инфры. Я посмотрю, возможно, в другие провайдеры еще, но глобально я вот пока запилил Google и Microsoft руками сам. И тут вот выделил там 9 правил плюс-минус, да, с автомейчингом, премиум прогревом. Кстати, затестим тоже. Я взял для прогрева MailReach. MailReach такую вот штучку потестим. Дороже сильно, чем SmartLead. В SmartLead у нас есть в базовом тарифе. Я тоже вернусь дальше чуть к аналитике компании попозже. У нас там в базовом тарифе мы вообще ничего не платим. И вообще ничего не платим реально. И прогреваем наши почты. Но MailReach говорит, что у них собственные в целом, да, собственная система и более крутая система прогрева, может быть, они на этом специализируются, я предполагаю, что это вполне может быть правда, поэтому протестируем MailReach, ну, с точки зрения, по крайней мере, глубины аналитики и UX UI в прогреве круто, да, но сильно дороже, там 8 ящиков больше 100 баксов, там, 100-150 баксов стоит мне прогревать в месяц 8 ящиков, а 30 ящиков в SmartLead я бесплатно прогреваю, то есть я все равно делаю рассылки и дополнительно за SmartLead, за прогрев я ничего не плачу. Так что это вот часто моя тоже стратегия с точки зрения стоимости стека. Можно взять просто SmartLead, там у тебя еще будет 2-3 недели трайла, ты ничего не платишь и уже прогрел бесплатно свою всю инфраструктуру, какой бы она большой ни была. Так что вот для быстрого запуска и дешевого, да, это часто круто работает. Да, тут примерно по таймингу я расписал, что мы там в мае начали покупать домены, прогревать, в июне запустились, буквально за пару недель получили вот такие результаты, там 74 ответа.
из них около 20 в почте там положительных, даже больше, там, ну, аналитика не всегда показывает там конкретно, там, не всегда различает, да, что ответ хороший, потому что, ну, ты задаешь разные вопросы, говоришь, типа, там, do you wanna, там, check something out, там, типа, и тебе отвечает лид I do, например, да, но система не понимает, что такое I do, это не позитивный ответ, да, но глобально вот у нас получилось больше 20 ответов в почте, плюс, ну, там, 74, точнее, ответов в Польше, там больше 20 лидов, плюс еще LinkedIn воронка и так далее. Вот, и мы там все перестроили, и глобально вот у нас на выходе хороший пайплайн, и при этом инфраструктура хорошая, да, которая работает, диверсифицирована по провайдерам и по своей, ну, крутости в том числе. Не нужна крутая дорогая инфраструктура на все аккаунты. Я имею в виду, что мы направляем крутые почты, домены, там самые дорогие, прогретые на топ-аккаунты, если питчем самым крутым ребятам, да, где очень нужен траст. Там на каждом домене даже есть собственный там сайт сделан. И это тоже интересный момент, кажется, мне дальше об этом будет. Вот, и более дешевая инфра, ну, как бы, ладно, да, пусть будет с точки зрения там такого более массового подхода, это имеет смысл. Дальше, как я собрал базу, об этом совсем чуть-чуть, но я вообще руками мало сейчас работаю через интерфейсы, раньше это было там сильно сложнее, сейчас можно оркестрировать большую инфраструктуру и самому используешь агента, которого ты написал, просто используешь MCP, API, подключаешь AnySite по API, или по MCP, так, к своему клоду, например, и просто твой агент использует, ну, если да, агенту это API, в клоде можно по MCP-шке, но я рекомендую использовать API и агента, конечно же, и просто говоришь ему, у нас было 3 сегмента, там, лидген-агентство, UGC и инфлюенсер-агентство и sales-tech компании. Я говорю, собери мне 3 вертикали, давай там несколько итераций посмотрим, да, там, сделаем максимально полный список, при этом, да, там, соберем хуки, вообще спарсим их сайты, посмотрим вообще, о чем они пишут, чего они хотят, чего там предлагают, сделали хуки там на уровне, да, сегмента, и запустили рассылку. Вот. Таким образом, протестировали несколько гипотез, и на все вот это, чтобы собрать там тысячи, на самом деле, людей, а для LinkedIn, там, для email они разные, там в сумме там реально около 5000 ЛПРов, там компании меньше ЛПРов, да, около 5000, потребовалось буквально там, какие-то считанные часы. С точки зрения баунса, мне кажется, что мы использовали раньше более провайдера с более высоким уровнем там, да, почт с баунсом, поэтому мы внедрили несколько новых провайдеров. Сейчас в Insight можно использовать там, обогащение теперь в нескольких провайдерах, и цена будет там, буквально то же самое практически, что и провайдеры, потому что мы на больших объемах выкупаем дешевле эту инфру, вот, и вообще там, эти кредиты, да, и можно через AnySite все найти, живые данные, абсолютно, да, из LinkedIn, из Crunchbase и там из других каналов, и дальше ты просто, да, обогащаешь их имейлами, скоро добавим верификацию, и в таком ключе можно будет, ну, уже сейчас в целом можно, но скоро можно будет вообще полный круг GTM закрыть на одной API со своим агентом, это круто. Да, еще раз пройдемся по урокам, да, которые стоит учесть, там, объемы, аккуратно, растим потихоньку. Некоторые отсылают с одной почты по 100 в день, и все окей. Но у них часто домены крутые. Знаете, бывают такие ребята, такие, а мы купили домен 2 года назад, чтобы был красивый, пусть будет, но нам не нужен. И берешь их домены, там, а у них еще, может, какие-то почты на них сделаны, там, одна-две, ну, супер, да, как бы, очень точно можно отсылаться больше по ним. Но глобально мы обычно строим инфру с нуля, поэтому здесь аккуратно ориентируясь на те объемы, которые я показал. Ну, и другие уроки проговаривать подробно уже не будем, все обсудили. Здесь еще интересный лайфхак, когда ты делаешь не переадресацию, ну, то есть можно просто реадрес сделать с домена, который у тебя есть, на домен главный, да, и люди, переходя когда тыкают на твой домен, они переходят на главный сайт твоей компании. Неплохо, в целом, это само по себе good, но мы теряем атрибуцию, и здесь интересно с продвинутой аналитикой, и если ты вставишь вот на каждый домен свой мини-сайт, то можно поставить кнопку, там, типа, да, перейди на главный сайт, посмотри, протролливали, и ты можешь трекать вообще количество людей, которые перешли с каких-то определенных сегментов. Это просто удобно, это круто, это более продвинутый уровень, чтобы трекать действительно, да, как это все работает. Дальше, да, про домены сказал. Также есть прикольная дополнительная история с спам-листами, что можно вытаскивать за счет своих сайтов из блэк-листов свои домены, можно как минимум пробовать это делать. Но в целом это все. Рад, да, надеюсь, вам будет полезно. Билдите свою инфру, делайте это с умом, используйте стратегию, билдите это в long term, и до новых встреч. Пока.